Привет, с вами Игорь Рыбаков. Ежедневно в мире происходит множество бизнес-событий, но я вижу все их по-своему. Итак, Минфин согласился выделить 2,5 миллиарда Первому каналу на создание и покупку контента. Друзья мои, о чем это говорит? Телевидение уже который год питается за счет наших с вами средств налогоплательщиков. Вообще, вы смотрите этот контент? Когда вы последний раз включали телевизор? Я вообще не помню, когда я включал. Я убрал телевизор в подвал и хожу туда очень редко. Вот даже Роман Абрамович продал 20% акций Первого канала. Вы знаете, когда бизнесмены продают акции, о чем это говорит? Коммерчески непонятное предприятие. Ну вот эти многочисленные шоу, постоянно проживание, кто кого изнасиловал и кто как видел, как кто-то кого-то изнасиловал. Ну что оно дает? Мы все, получается, что должны смотреть вот это вот бесконечное вот жужжание и вот это вот пережевывание непонятного чего? Ну зачем это все? Ну Эрнст, ну хватит, может быть, а? Google прекращает работу с Huawei. Как это отразится на уже купленных смартфонах и новых устройствах компании? В первом квартале 2019 года Huawei продал 59 миллионов смартфонов по всему миру. Представляете? За квартал 59 миллионов. Я, в принципе, понимаю обеспокоенность Apple и прочих производителей. Америка хочет отстоять рынок, который она теряет. Китай все больше и больше завоевывает технологический сектор. Но вот эти вот торговые войны, ведь они всегда приводят к одному. Прогресс замедляется. И мы с вами, как потребители этой чертовой техники, страдаем. Вот у нас сложности возникают с обновлением приложений и так далее. Мне это, вообще говоря, не нравится. А тебе? Илон Маск объявил, что через 10 месяцев у компании Tesla закончатся деньги. Опять Tesla банкрот. Никогда такого не было. И вот опять. Илон Маск всегда делает такие заявления, когда хочет подогреть спрос на свои автомобили. Tesla, будучи техническим банкротом давно, получая многократные вливания инвесторов, пока на плаву. Но если ты вдруг по неосторожности купил вместе с биткоинами еще и акции Tesla, немедленно продай. Немедленно продай, потому что Илон Маск, этот замечательный пиарщик, замечательный человек, ну я не знаю, сколько ему еще хватит надувать этот пузырь. Тем не менее, Tesla сделала, мне кажется, свою работу на рынке. Tesla заложила новый подход к автомобилям. На самом деле, то, что сейчас Toyota, Porsche, все большие производители, которые реально производят нормальные машины, занялись производством электрокаров, это все заслуга на самом деле Маска. Экономике Китая грозит крах, утверждают эксперты. Финансовые аналитики Банка Америки, Morgan Stanley и UBS Group опасаются, что торговая война задушит наконец-таки Китай. Вот уже душит который год, и вот теперь вот задушат вот окончательно. В общем, мы слышим эти сказки бабки Малании уже который год. С тех пор экономика Китая выросла в 5 раз. Я думаю, что вот эти все аналитики Банка Америки, Morgan Stanley и так далее, они выдают желаемое за действительное. Все будет нормально. Но если экономика Китая и придет крах, то я думаю, что крах придет всему миру, и это будет не очень хорошо. Понимаете, США бьются в агонии, чтобы заставить теперь весь мир перенести свои производства в Америку. То есть был цикл деиндустриализации в Америке, вынос производств в другие страны. Теперь Трамп запускает режим индустриализации. То есть он просто железной рукой заставляет всех открыть производство в Америке. В принципе, Трамп идет по узкому лезвию. И если он пройдет, он войдет в историю человечества как великий президент Америки, который замутил новую индустриализацию Америки. Но кто заплатит за эту новую индустриализацию Америки? SoftBank потеряла 9 миллиардов капитализации после IPO Uber. Вообще я хотел сказать тебе про Uber. Что это такое Uber? Это хронически убыточная компания, она долго будет убыточной, она будет убыточной всегда. Потому что есть компании для аккумуляции кэша инвесторов. Это такие черные дыры, компании черные дыры, которые вечно убыточные, они как бы собирают кэш, финансируют некую деятельность, показывают убыток, а рынок продолжает покупать эти акции.
Странно? Нет ничего странного. Тесла уже который год собирает деньги инвесторов. Она хронически убыточная, она никогда не будет прибыльной, и в результате она обанкротится. Эту игру придумало правительство Соединенных Штатов. Создавать компании, которые всасывают в себя так называемый излишний кэш, имитированный американским правительством, да, а потом умирают. Это такая адсорбация лишней ненужной ликвидности, наличности. Но ведь инвестирует в акции кто? Тот, у кого есть свободные деньги. Но раз они свободные, давайте эти свободные деньги соберем в какой-нибудь вот помоечной компании, а потом она бах, исчезает. Нормально. Ни денег, ни проблем, ничего. Так вот, Uber — это одна из таких компаний. И она еще долго будет пылесосить и аккумулировать кэш. А потом что будет? А никто не знает. Вероятность ровно 50% может быть обанкротится, а может быть дальше будет надувать пузырь. Вот. Но что-то мне подсказывает, что не стоит покупать акции Uber. Ну а ездить на такси Uber, это уж вы сами решаете. Я езжу. Атлетическая комиссия Невады сократила срок отстранения Абубакару Нурмагомедову и Зубайре Тухугову. Вы же все помните, как это было, да? Когда Хабиб надрал морду Макгрегору, да? Была потасовочка, и вот Абубакар и ребята выскочили и стали там немножко тусоваться, их отстранили всех. Да? Короче, UFC красавчики, конечно, хотят денежку зарабатывать, а без российских бойцов это делать сложновато. Уже 7 сентября Хабиб Нурмагомедов с Дастином Порье, наверное, сделает бой, и это будет очень хороший бой, обязательно посмотрим, я абсолютно рассчитываю, что Хабиб победит. Поэтому, друзья мои, будьте настойчивы. Проявляйте настойчивость. Не ведитесь на том, что вам говорят, что эта стратегия упертый баран не дает результатов. Дает. Это самая известная стратегия поведения. Называется упертый баран. Эта стратегия дает результаты. А вот когда не дает, следует заменить ее на другую стратегию. Об этом в следующем выпуске. Смотрите новости с Игорем Рыбаком. У вас очень много интересного возникнет в голове. Всем спасибо. Развлекайся с умом.